Сегодня мы с вами разберемся со свечой, которая позволяет зарабатывать мгновенно. Думаю, ты не раз уже видел, как я делаю вход, казалось бы, совершенно в воздухе, и через какое-то время забираю свою прибыль. Именно сегодня я покажу, как я делаю данный вход, а это означает, что ты станешь еще ближе к своим прибыльным сделкам. И первое, на что мы посмотрим, это, казалось бы, какие-то каракули. Но если вы уже давно на канале, если вы посмотрели большое количество видео, вы понимаете, что это не просто каракули, это отрисовка наших правильных откатов. Именно по нашим правильным откатам мы начинаем с вами строить структуру. И первое, что в данном случае я для себя здесь вижу, это снятие IDM. При этом мы не просто пришли к нашему IDM, а мы пришли и забрали наш IDM с VIP. В данном случае нам очень важно, чтобы, когда цена подходит к нашему IDM, мы получили пересвип данной цены. Это очень сильный паттерн, однако перед этим, конечно, хотелось бы увидеть какую-то дополнительную ликвидность. Именно такая свеча будет называться SCOB, то есть Sponsor Candle Order Block. Также ее называют EFC свеча, банковская свеча. Но мы с вами на нее взглянем немножко по-другому, даже я бы сказал немножко по-другому, потому что в интернете вы увидите вот такие вот примеры. Ага, у меня здесь IDM, здесь я подошел к нашему IDM, и именно поэтому я отсюда должен входить на старшем таймфрейме и лететь в небо. На самом деле все немножко не так, и даже не немножко не так, а немножко не так. Соответственно, в данном случае мы имеем право переходить только на младший таймфрейм и смотреть, что будет с реакцией цены. И очень часто вы увидите следующую картину. Мы отсюда не пойдем выше, мы отсюда пойдем делать пересвип данной свечи, после чего улетим вверх. Также у нас бывает еще одна ситуация, которую очень часто рассказывают про то, что, ребята, давайте входите от скоба, мы же сделали пересвип данного хая. То есть что у нас получается? Мы пришли, получили реакцию от нашего IDM, соответственно, он у нас находится здесь, мы получили какую-то реакцию и поднялись выше. Поднялись выше, вверху у нас есть верхняя точка, и пробив эту верхнюю точку, мы с вами получаем реакцию вниз, то есть вот вроде бы круто, вроде бы красивый ордер-блок, мы получили его свип, и мы должны повалиться ниже. Но очень часто вы увидите вот такое движение. То есть мы свипнули, потом сделали еще раз пересвип и повалились ниже. В данном случае данная EFC-свеча, данный скоп очень часто будет работать, наоборот, для нас как магнит для наших стопов. Соответственно, мы захотим его пересвипнуть и после этого только уйти ниже. Вы меня спросите, так что, тогда на 15 минутах данную свечу искать вообще нет смысла? На самом деле, ее нужно искать на 15 минутах, если вы торгуете на 4 часах. То есть для себя я никогда не хочу шортить, либо лонговать, да, то есть в данном случае лонговать, в данном случае шортить от данных свечей, потому что данные свечи для меня являются как-никак магнитом. А многие из вас захотят еще здесь поставить лимитку и полететь в небо. Вас обязательно пересвипнет, и вы окажетесь в просаке, после чего цена соберется и улетит высоко-высоко в небо. И это все она сделает совершенно без вас. И перед тем, как мы с вами продолжим, давайте попробуем поискать эти свечи на любом рандомном графике. То есть, что такое, еще раз, непосредственно наш скоп? Скоп — это свеча, которая свипнула не просто предыдущую свечу, да, то есть сняла ликвидность с нее, но и сняла ликвидность где-то еще слева. В данном случае мы с вами можем отметить, что вот эта вот свеча, черная, да, вот эта черная свеча, свипнула не только вот эту черную, но и предыдущую. По факту, вот эта черная свеча будет в классическом понимании являться скобом. Смотрим дальше. Дальше здесь мы видим технически то же самое. То есть наша зеленая свеча снимает ликвидность не только вот с этой зеленой, но она снимает ликвидность еще и вот с этой свечи. Соответственно, точно так же зеленая свеча будет являться скобом, даже при условии того, что она закрылась телом выше этой ликвидности. Идем дальше. Где у нас еще здесь есть скоб? Ну, давайте попробуем. Да, есть буквально на 1 пипс. Мы забрали лой предыдущей свечи, и здесь мы забрали лой еще какой-то свечи по левую сторону. Единственное, конечно, я очень часто для себя определяю, что я не хочу видеть снятие именно свечной ликвидности. Мне важна структурная ликвидность. Например, как вот этот вот очень-очень крутой скоб. Посмотрите, он снимает ликвидность не только вот с этой зеленой свечи, но и вот от этой зеленой свечи. И именно эта зеленая свеча у нас является структурной. Что такое структурная свеча? Это когда у нас построено движение по правилу правильного отката. Соответственно, здесь у нас есть правильный откат, и это для нас является структурным хаем. В данном случае данный скоп будет являться очень-очень сильным. Идем дальше. Давайте еще найдем пару примеров. То есть технически, например, вот эта зеленая свеча, она не будет являться скобом, потому что она сняла ликвидность только с соседней черной свечи.
Точно так же, как и эта свеча не будет являться скобом, потому что она сняла ликвидность с этой черной свечи. Ну и давайте еще на одном примере остановимся, как пример скоба. Вот эта зеленая свеча, она снимает ликвидность с нашей черной свечи, но не только с черной, но и с этой более дальней, которая создала структурную ликвидность. Именно вот эта свеча для нас будет являться скобом. При этом мы еще и получили ее поглощение, то есть в данном случае не важно, что она закрылась полнотела. Мы увидели последующую реакцию, которая оказалась уже внутри тела. Соответственно, для меня уже это зеленая свеча, которая является возможным разворотом рынка. Именно сюда я буду пристально обращать свое внимание. Понятно, я не буду входить на закрытие данной свечи в позицию. Сейчас мы это еще разберем с вами на примере, именно где мы используем наш скоб. В данном случае, как минимум, я уже буду присматриваться для того, чтобы при пробое лоя данной свечи заходить в позицию при определенном сетапе. Перед тем, как мы с вами разберем, как именно мы будем принимать решение о входе при использовании скоб, я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, в котором мы проводим ежедневно утренний разбор. Я постоянно делюсь непосредственно текущей структурой по всем парам, которые мне интересны, а также туда добавляется огромное количество обучающего материала. Переходите, подписывайтесь и будьте в нашем комьюнити. А теперь давайте разберемся, как мы будем в данной стратегии использовать скоб. Первое, что я вам говорил, желательно не использовать наш скоб на старшем таймфрейме. Скоб используется на младшем таймфрейме. И вспоминаем с вами сетап про вход от чока. И когда мы с вами видим на младшем таймфрейме непосредственно скоб, мы имеем право входить от него без подтверждения. То есть мы пришли и здесь уже принимаем решение о входе. Конечно, сюда добавляется количество еще какой-то ликвидности. Где-то мы получаем сразу реакцию, где-то выставляем чуть позже. Это зависит уже от вашего опыта, но в данном случае мы имеем право заходить сюда без подтверждения. В данном случае также у нас есть скоб, и мы с вами имеем право, даже если после него нарисовали дополнительную ликвидность, мы имеем право входить от данного скоба. При этом в моей практике, если мы с вами видим даже то, что наш скоб не является ордер-блоком, то есть в данном случае мы видим вот такую вот митигацию, все равно мы можем рассмотреть данный скоб для того, чтобы войти в сделку. То есть мы сняли ликвидность не только с этой белой свечи, но и с предыдущей. В данном случае это произошло и здесь. Соответственно, мы принимаем какое-то решение и входим в позицию. При этом есть маленькая хитрость, которая очень сильно выручит вас и уменьшит ваш риск. То есть если скоб имеет имбаланс, то блок по свече, да, то есть в данном случае было вот так. Но если у нас нет имбаланса, мы с вами можем выставить блок по тени, и очень часто, вы увидите это на графике, мне на слово не нужно верить, обязательно пройдите и посмотрите, как это отрабатывает на практике. Очень часто цена зайдет в вашу тень, заберет вас, и вы улетите вместе с ней. Но это при условии, если у вас имбаланса нет. Также обращаю внимание, что лучше оставляйте скоб в таком образе, либо добавляйте еще один блок, чтобы понимать, что реакция возможна именно от этой зоны. А сейчас давайте посмотрим, как это отрабатывает на практике. Это как раз недавняя ситуация, в одну из них я как раз и входил, делился с вами в телеграм-канале. Если вы еще не там, обязательно добавляйте, ссылка в описании. У нас есть экстремальная ликвидность, у нас есть экстремальный ордер-блок. Очень-очень долго мы шли, это буквально занимало несколько дней, да, то есть здесь у нас получается 21 число, то есть почти 7 дней мы шли вверх и пришли как раз перед новостями к нашему экстремальному блоку. На данном этапе у нас никакой точки входа нет, и мы с вами поднимаемся выше, забираем нашу ликвидность. Технически данная свеча на данном этапе возможна к рассмотру как скоб. Однако нам информации сейчас никакой не достает. Мы должны просто дождаться, что будет происходить дальше. Потому что если мы увидим с вами пересвип, то от нашего скоба ничего больше не осталось. Если бы мы увидели пересвип и сразу же поглощение нашей зеленой свечи, тогда бы мы констатировали факт, что это скоб. Нежелательно, конечно, войти здесь на пробой этой зеленой свечи, потому что информации сейчас очень-очень мало. Когда мы видим манипуляцию нашей зеленой свечой, мы с вами должны подумать, а не хотим ли мы перейти на минутный таймфрейм, потому что у нас плюс-минус идет манипуляция непосредственно нашим предыдущим хаем, и мы начинаем закрываться в теле. Первая манипуляция, она у нас свершилась, смотрим, что происходит дальше. То есть мы видим, мы зашли, манипулировали 15-минутной свечой, и по-хорошему я бы хотел при виде еще дополнительного какого-нибудь движения войти в позицию. Итак, что мы видим? И мы сразу же с вами видим следующую манипуляцию. Снова получаем скоб. То есть мы вошли не на первых манипуляциях, а уже рассмотрели следующую. Когда мы рассматриваем данную следующую манипуляцию, очень часто видите, что я не вхожу в этих блоках, потому что мне пока недостаточно информации. Однако мы снова откатились обратно и произвели новую манипуляцию.
В данном случае мы понимаем, что у нас есть не что иное, как скоб, да, то есть закрытие этих двух свечей образует у нас, во-первых, очень хороший пин-бар, во-вторых, у нас закрытие ниже предыдущего хая, пересвип предыдущей зеленой свечи и пересвип этой ликвидности. Супер. Плюс сразу же идет поглощение. Что нам говорит о том, что если мы, конечно, успели в моменте выставляем свечу сюда, цель сюда, а если не успели, то на закрытии этой черной свечи, либо на откате обратно, плюс-минус сюда, мы можем рассмотреть позицию. Давайте уже, раз мы не успели поставить так, поставим уже на открытие сюда. Цель по 15-минутному таймфрейму будет у нас намного ниже, после чего получаем огромный откат обратно. Отлично. При этом мы с вами не просто вернулись обратно к этому скобу, мы с вами вернулись, то есть видим сразу, есть имбаланс, и мы возвращаемся в наш скоб. Если мы с вами не успели войти в этой зоне, да, в первоначально, мы с вами имеем возможность рассмотреть точку входа здесь. Для этого я, конечно, хотел снова бы увидеть какое-нибудь движение. То есть мы поднялись выше, сделали еще одну манипуляцию, и сейчас на пробитие вот этой черной свечи я бы также рассмотрел точку входа. То есть если мы пропустили вход, стоп выставляю за зеленую свечу и наблюдаю, что будет дальше. Дальше мы видим снова поглощение. Причем обращаю внимание, что в данном случае мы опять вернулись к нашей свече. Запомните, если цена хочет пойти в вашем направлении, она сделает так, чтобы вам было капец как страшно, и вы будете постоянно думать, что вас сейчас выбьет. Что мы видим после этого? Мы видим огромный прострел вниз. При этом цена еще раз возвращалась обратно. То у нас сейчас получается. То есть, по-хорошему, первоначальная фиксация прибыли была здесь. Чуть позже посмотрим, где у нас, возможно, фиксация прибыли вообще полная. Что у нас происходит здесь? Здесь у нас с вами есть IDM. Выше у нас с вами есть первый правильный ордер-блок. Сейчас для нас ничего не происходит, ожидаем движения. В данном случае, после такого глобального движения, мне очень мало информации, плюс я понимаю 21:30 еще выступление Пауэлла, поэтому я буду ждать. Это, напоминаю, среда. Эту ситуацию как раз я торговал. И мы получаем резкий всплеск, пока информации мало, небольшой откат. И сейчас мы входим в наш ордер-блок. Входим в наш ордер-блок не просто свечой, а манипуляцией предыдущей свечи. Это уже, конечно, не скоб, это уже просто дополнительный пример. И в данном случае мы имеем право выставить точку входа на пробой и получаем дальнейшую уже отработку. Куда мы могли с вами выставить наши позиции? В данном случае, конечно же, нас интересует первая ликвидность. По одной позиции у нас было 19,5 R, по второй 9,81. Ну и по последней, которую я держал, частично фиксировался, по-моему, утром была позиция здесь, в районе 8-9 R я забрал. И оставшаяся позиция у нас получилась здесь. Ну и сегодня как раз 27 числа я закрыл оставшийся 1 R. Давайте посмотрим, как была отработка. То есть все, мы просто тупо улетели. Здесь мы использовали один маленький сетап. Конечно, я не говорю о том, что вы каждый день будете брать такие сделки. Здесь идет фактор не только скоба и входа на младшем таймфрейме, да, не только фактор такого большого движения на 15 минутах, который длился 7 дней, но здесь идет еще и дополнительно понимание всех зон интереса, здесь идет дополнительно полностью всей ликвидности, ну и ожидания. Мы в любом случае из любой из наших зон могли получить реакцию и улететь в небо буквально без проблем. Да, также еще забыл сказать по поводу дневного таймфрейма. То есть здесь получилось 25 R. Повторяюсь, я все 25 R не забрал, то есть совершенно небольшую долю от этого забрал, но в любом случае даже вот самый консервативный вход, он у нас был здесь. Один из них, ну, конечно, бешеная 168, если вы мне покажете человека, который бы это забрал и ни чуть-чуть не зафиксировался, скорее всего, он был бы очень-очень странным. Вот такие вот, возможно, использовать сетапы, вот такие получать точки входа, и это все благодаря нашему скобу. Давайте еще раз посмотрим, как это выглядит на одной минуте. Цена нам дала 3 возможные точки входа, и 2 из них были от нашего скоба.